Всем доброй ночи. Я очень много дарила и буду дарить людям тех знаний, которые помогут им сориентироваться в этой жизни, законы мироздания, законы денег, ритуалы, заговоры денежные, которые привлекают определенные знаки судьбы, как их понять, как их вычитывать. Я дарю не только простым людям, я дарю практикам на все случаи, которые могут встретиться на их пути, как это снять, как призвать, как что убрать, как что прилепить и так далее. Я вам подарила приемы безмолвной магии для простых людей и для практиков. Я надеюсь, что то, что я дарю людям, все больше и больше им будет полезным, и большему количеству людей это выведет из кризиса, из трудной ситуации, что это останется после. У меня нет опасения, что кто-то это присвоит, потому что те, которые меня знают, прекрасно знают мой почерк. И то, что я дарила, мало где можно встретить. Основное количество каналов, посвященных магии, это всего лишь пересказ того, что можно найти в интернете и прочее. Оригинальных каналов я мало знаю, где действительно авторская, действительно работа. И оно может быть очень неповторимым, бесценным. Культура и этнология, и магия, и поверья, традиции, обычаи народов мира. Все это в переплетении, созданные как ритуальная магия и так далее, мало где можно встретить. Поэтому у меня нет опасения. Мое самое главное оружие в этом мире – это ум. А знание и ум, знаешь ли, не присвоить и не украсть никому. Это мое личное. Можно название брать моих ритуалов, как делали некоторые, да, умные головы. Но там не будет ни тех знаний, ни той силы, ни тех объяснений, ничего. Там будет просто какая-то хренотень с очень умудренным названием. От этого не легче. И вот я хочу вам подарить еще несколько советов, которые вам пригодятся. Я очень много дарила, если помните, скоропомощники, заговоры на все случаи жизни. Они есть на моих каналах и в моих книгах. Вот из этой серии продолжение советы, которые вы можете в жизни применить, тоже на многие случаи жизни. От головной боли. Если у вас нетерпимые головные боли, обмотайте полотенцем голову. Через некоторое время этим же полотенцем обмотайте ноги. Энергетику с головы, если грубо говоря, да, с чакры, вот головной, спускайте вниз. Обмотайте сначала голову, потом этим же полотенцем обмотайте ноги. Так делала моя бабушка. А заговор добавила сверху я. Итак, обмотали, 5 минут полежали с этим полотенцем и обмотали полотенцем ноги. Опять держим минут 5, говорим 7 раз. С головы боль в ноги изгнала, а с ног сгоняю вовсе. Снимайте полотенце, встряхиваете и вешаете. Желательно повесить на улице. Но если вы в квартире живете, можете в ванной. Головная боль уйдет. Второй способ, если очень нестерпимая головная боль, тем более если у вас высокое давление, глаза болят, и лоб давит и так далее. Смотрите в зеркало прямо, глаза в глаза. До того момента, пока в глазах, в общем, не потемнеет, не начнет кружиться голова. И говорите:
Зеркало отразись, отражение исказись, забери с меня боль. Говорите несколько раз, пока не полегчает. Вам полегчает уже после 5-6 раза. Значит, умыли лицо, вытерли подолом или майкой то, что на вас. Идете и ложитесь. За минут 5-10 полностью головная боль уйдет. Если у вас постоянно навязчивые злые мысли, бывают люди, которые все время представляют то своих детей в каких-то страшных ситуациях, то вот посмотрели по телевизору, да, что-то такое нехорошее, какую-то сцену про маньяков и прочее. И вот эта навязчивая мысль с головы не уходит, страх какой-то внутренний. Эти мысли могут привести к нехорошим вещам. Вы знаете, что мысли, они имеют силу, и чем сильнее человек, тем сильнее его мысли. Вот чтобы эти мысли вас не привели к каким-то таким, знаете, удрученным состоянием, открывайте воду над бегущей проточной водой, говорите. Говорить надо 7 раз, 12 раз, где-то вот так. Смывает река свои берега, из головы моей злые черные мысли смывает. Как ты, вода, стекаешь, так из головы моей смывай непотребные черные думки. Да будет так. Читать 7 или 12 раз. И вы заметите, что через некоторое время вы вообще забудете про эти мысли. Это к любым мыслям относится. Вот когда вас некая мысль терзает, прям мучает, навязчивая какая-то мысль, которая никак не отойдет, над водой прочитайте это. И через, может быть, дней 10 вспомните, что вы... А вы же сколько лет, то есть, извиняюсь, сколько дней вообще не думали об этом. Надо же, оно смылось, уходит. Вода обладает не только энергией, силой, еще и памятью. То, что вы говорите, любое ваше, знаете, как бы любая ваша программа, отданная воде, она сбывается и получается. Если боитесь чего-то, вот внутренняя тревога и панические атаки, читайте до того, пока легче не станет. Можете над ребенком читать, положить руку на голову ребенку и прочитать. Шла девица страх через мхи и болото. До меня не дошла, в болото ушла, там пропала. Чур меня, чур. Поплевывайте. Опять же, шла девица страх через мхи и болото. До меня не дошла, в болото ушла, там пропала. Чур меня, чур. Вот так вот поплевывая, читайте несколько раз, пока вам легче не станет. Очень сильно помогает от любой панической атаки. Может быть, там проверка, может, не хотите себя выдать. Ну, в общем, от страха. Если вы боитесь чего-то, ну, либо вас должны куда-то пригласить, там, отчет сдавать, либо у вас экзамен, либо у вас там выход куда-то, может, ночью вы идете и боитесь чего-то, и боитесь каких-то непредвиденных, нехороших, да, обстоятельств. Возьмите красную нить. Про красную нить я много рассказывала, и ритуалы показывала с ним. Берете красную нить, привязываете к левому запястью и говорите: волю супостатов связала, зло к черному столбу привязала, пока нить на запястье, воля злая связана, а я от беды избавлена. Да будет так. 6 раз говорите, и смело можете идти куда хотите. После того, как все это закончится, вернетесь домой, оторвите, отрывайте от руки, не срезайте ничего, оторвите эту нить и сожгите, потому что она на себя взяла весь негатив. И каждый раз делайте так. Когда чего-то боитесь или не уверены, или там опасаетесь чего-то, да, привязывайте это. И вот пока вы привязали, вы связали волю тех, кто хотел против вас что-то сделать. Вернетесь, прямо оторвите и сожгите. Без слов, без ничего. И выкиньте, как обычный мусор, выкидывайте в мусорный там ящик, корзину, не знаю, что у вас там, ведро. Надеюсь, что эти заговоры, маленькие ритуалы, но в любом случае,
вам помогут. Много кому помогли, я отдельно дарила. Вот решила взять и опубликовать как бы для всех снова. Как всегда и как обычно. Удачи и всех благ.